Этой ночью на Международном форуме по безопасности произошло любопытное событие. Сенаторы США во главе с Майком Раунсом вышли к журналистам и заявили: мирный план Трампа, с которым все уже третий день носится как с писаной торбой, не то что американским планом не является, он даже не является рекомендацией. Это, мол, некое полученное предложение. От кого полученное, сенатор толком не сказал. С информацией об этом вышла газета Financial Times. По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио сказал сенаторам, что документ изначально оказался у спецпосланника Стива Уиткофа и передали его россияне. Публично же Рубио заявил, что план всем американским планом разработан был в США и является прочной основой для запуска переговоров. И не забыл упомянуть, что документ учитывает, конечно, пожелания России, но и украинские предложения в нем тоже заложены. Сегодня попробуем разобраться, что у них там вообще происходит и что значит для нас с вами. Только перед тем, как начнем, в описании собраны способы, как обойти блокировки в России. Один из таких способов – Liberty VPN, спонсор рубрики. Сейчас вы можете подключить его на 30 дней бесплатно и без привязки карты. Наша с вами проблема в том, что мы, видимо, застряли во временах, которые закончились 10 января этого года с инаугурацией Дональда Трампа. Вся предыдущая эпоха американского госуправления и международных отношений с американским участием настолько сильно отличается от наступившей, что наша оптика оказалась до предела искажена. Когда в публичном поле появляется анонс документа под названием «Мирный план» или «Схема урегулирования», несколько предположений сразу кажутся сами собой разумеющимся. Во-первых, думается, что сама страна-посредник, в данном случае Соединенные Штаты, свой документ разработала, согласовав со всеми нужными официальными ведомствами, которые его много раз редактировали и доводили до ума. Предполагается, что если США требуют от кого угодно что-то подписать, если даже дедлайны ставят, то кто-то этот важный документ хотя бы читал. Американское руководство хотя бы знает, откуда он взялся и что в нем написано. Во-вторых, ожидается, что если такого рода документ публикуется, если идет публичное давление с требованием его принять, то существует как минимум концептуальное согласие второй стороны. Что если на Зеленского давят, то Путин уже кому надо на ушко шепнул, что готов обсуждать предлагаемые условия. Понятно, что будет торг. Не 100 миллиардов репараций, а 50, снятие санкций не когда-нибудь, а прямо сейчас, или там украинскую армию сократить не до 600 тысяч, а до 350. Но рамочно идею о заморозке линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, о создании демилитаризованной буферной зоны в Донецкой области, рамочно идею эту Путин поддерживает. А еще есть предположение относительно остальных участников процесса, что абсолютно все значимые стороны, не только США, Россия, Украина, но и НАТО в Европе, важные мировые чиновники, ведущие СМИ, формирующие общественное мнение, все причастные, прежде чем высказываться по этому вопросу, сказать свое мнение, прежде чем действовать или анонсировать что-то, что они хотя бы документ прочтут, о котором речь-то идет, а не ограничатся пересказом из Твиттера, основанным на статье издания «Варшавский лесоруб». Словно в нашей неоткалиброванной оптике никак не может отразиться реальная картина, где перед нами бумага, составленная непонятно кем, где ее, прежде чем объявить планом вечного мира от президента Трампа и отправить генералов уламывать Зеленского, никто не обсуждал и даже не читал, где содержание ее не в курсе не только Путин, о чем мы говорили вчера, но и, например, журналисты, которые обсуждали какой-то другой документ, существующий только в их собственном воображении. В итоге план не читал и Владимир Зеленский, похоже, который записал обращение в такой форме, будто Украине грозит судьба Германии после Первой мировой. Не читали европейские союзники Украины, которые тоже в панике бегают восьмерками, будто Путину обещана вся территория Европы до Брюсселя включительно. План не читал Виктор Орбан, который де-факто вышел с требованием немедленно отобрать у России 100 миллиардов долларов. Там прям так написано. То есть люди с официальными статусами, на слова которых мы должны ориентироваться, формируют собственное представление о документе из рассказов, основанных на предположениях. Судя по тому, что говорят сенаторы, называя документ списком пожеланий России, судя по тому, что говорил им Марко Рубио о передаче этих пожеланий американцам через Уиткофа неким лицам, представляющим Россию, то есть с Кириллом Дмитриевым, судя по тому, что Майк Раунс публично заявляет, что документ этот, не является публичной позицией США, администрация не участвовала в его создании, судя по тому, что позиция Дональда Трампа резко стала менее категоричной, предложение оказалось не окончательным, а США вдруг захотели просто добиться мира, а не того, чтобы Украина приняла документ в том виде, как он есть.
причем аж с дедлайном до четверга. Вот судя по всему этому, что мы тут озвучили, только спустя 3 дня, на протяжении которых весь мир стоял на ушах, американцы таки прочитали документ, который с такой яростью инфорсили, и принялись выяснять, откуда он вообще взялся и кто его написал. Мы ниже обсудим, зачем это могло быть сделано, но давайте пока остановимся на факте, который должен изменить наше представление о том, как устроен мир. С этим фактом теперь невозможно спорить. В официальный внешнеполитический документооборот США вброшена переведенная с русского бумага. 3 дня, ставших для мира шоком, ушло на то, чтобы понять, никто эту бумагу не согласовывал. Ни одно официальное лицо не участвовало в ее написании. Никто толком не знает, как именно совершенно левый документ вырос в план Трампа. Причем в глаза этот текст не видел не только сам Трамп, но и люди типа Марко Рубио. Люди, которым как бы по должности положено мыло не есть. Таким образом, получается, что Уитков пришел к Трампу с планом, на который, дескать, согласна Россия. Трамп, не читая документ, не спрашивая Путина, согласен ли тот вообще с этим планом, ни с кем не консультируясь, бросился этот план пушить. Весь остальной чиновничий аппарат США, не желая портить отношения с президентом, встревая между ним и Нобелевской премией мира, послушно пошел навязывать план Украине, тоже с ним не ознакомившись. Украинские и европейские власти, имея представление о плане по его описанию в СМИ, отправились публично мылить веревку. Не потому, что в плане написано что-то ужасное, а потому что в описании СМИ он действительно кошмарный. Страна, требовавшая подписания плана к четвергу, только в субботу сообразила, что это абсолютно левый документ, который ей не весть кто подбросил. Даже не для Америки, даже для стран, над которыми принято иронизировать, даже для государственного аппарата Сомали это было бы слишком круто. Но, видимо, чтобы нам оставаться в контакте с реальностью, а действия США, никуда не денешься, сейчас для нас важны, нужно понимать, теперь все именно так. Прервем вступ на рекламу и сейчас быстро продолжим. Без малого год продолжается свистопляска со встречами Трампа и Путина. То их проводят безо всякого результата, то планируют, а потом отменяют или переносят на непонятное отдаленное будущее. Так что не стоит планировать свою жизнь, исходя из этих встреч. Если вы давно хотели начать путешествовать, порадовать ребенка подарком из-за границы или оплатить Netflix нормально, то вы можете завести карту зарубежного банка, лучше всего казахстанского. Такую удобно пополнять с российских счетов и выводить деньги на них же. Казахстанские карты еще и с бесплатным обслуживанием удаленно открывает компания Skyzit. Она помогла открыть карты зарубежных банков более чем 15 тысячам клиентов. Вам понадобится только загранпаспорт любой страны, и вам откроют именную карту со сроком действия в 5 лет. Ее доставят прямо к вашей двери в срок от 1 дня. Никакой лишней бюрократии и посещений банка. Карты оформляются официально. Нам тоже такие выпустили. Мне и еще нескольким сотрудникам редакции. Такие вот карты. Мы их протестировали в разных странах, все работает. Вы снова сможете оплачивать такси, бронировать отели и автомобили за границей. Станут доступны зарубежные сервисы и подписки от ChatGPT до Spotify. Сможете снова пользоваться Google и Apple Pay и привязать карту к российскому номеру. Приложение и поддержка банка, кстати, работают на русском языке. С карты Казахстана вам также станет доступен мультивалютный счет, удобно при оплате за границей. Не будет лишних конвертаций и комиссий. К тому же на остаток средств на карте начисляются проценты, а перевыпустить пластиковую карту можно прямо через приложение банка. Поспешите. Возможность открыть карту казахстанского банка опять могут закрыть, как было в начале года. Назовите менеджеру промокод CATS или активируйте его по ссылке в описании, чтобы получить скидку до 15 тысяч рублей на услуги Skyzit. Спасибо, что смотрите рекламу. Она позволяет каналу оставаться независимым. Продолжим. Так вот, мы обсуждали, как теперь работает американская внешняя политика. Вот так вот. В настоящий момент есть какие-то группы, которые работают над каждым вопросом отдельно и параллельно друг другу. Нет никакой вертикали согласования у них там. Уитков говорит с одними людьми, Рубио с другими. Кто первый добежал до Трампа и лучшую свою идею продал, того и тапки. Царит такой хаос, что явно не только президент Зеленский, канцлер Мерц, премьер Орбан, но и сама американская администрация, за вычетом тех, кто лично присутствовал при разговоре Уиткофа и Трампа, узнает обо всем произошедшем ровно как мы с вами, листая с утра новостную ленту на смартфоне и роняя зубную щетку в раковину от неожиданности. И вот, уже все звонят, и что-то надо говорить и как-то комментировать. Ведь ты ж госсекретарь США. Самый главный на свете министр иностранных дел. Любой документ, который выходит из американской администрации во внешний мир, это твоя ответственность.
А ты без малейшего понятия, кто написал, что написали, зачем написали. Но на документ под заголовком «План Трампа» ты же не можешь сказать: «Да слушайте, это какая-то херня на постном масле, впервые о ней слышу». Нет, ты должен делать вид, что это проработанный документ, над которым все администрации пыхтели. Таким образом, похоже, что план Трампа написан то ли Кириллом Дмитриевым, то ли его помощником, ответственным за ведение Твиттера. А может быть, и сейчас это никого бы не удивило, вообще пранкеры Lexus и Vauvan документ прислали. И этот вот непонятно откуда взявшийся текст вдруг становится официальной позицией президента США. Такой вот у нас новый мир. Теперь, когда мы разобрались, как оно работает, осталось прояснить момент с другой стороны. А зачем этот план вообще вбросили? Путин, судя по всему, тоже документ впервые увидел примерно тогда же, когда о нем появились сообщения в Axios. И сделал то, что содержание документа подразумевает. Пошел в свой телевизор и заявил, что войну завершать совершенно не собирается. Пронаблюдав днем позже, что происходит в мире какая-то совершенно непонятность, как носятся туда-сюда Украина, европейцы, американцы, мировые СМИ и все прочие оппонирующие ему акторы, Путин начал ситуации немного подыгрывать, говоря: «Документ с нами, конечно, не обсуждали, но он может послужить основой для урегулирования этой войны». Что вообще-то на русский язык переводится как «мы документы не видели, основа, конечно, может и нормальная, но надо написанное существенно менять». Однако в заголовках западных СМИ эта позиция сразу превратилась в тезис «Путин одобрил мирный план Трампа», и все забегали кругами еще быстрее. То есть примерно до вчерашнего обеденного времени по Европе текст документа реально читали 4: Уитков, Дмитриев, Майкл Наки и мы. В чем же вообще заключается схематоз? Как это обычно работает, мы знаем. Путин выдвигает неприемлемые требования, дожидается, пока Украина закономерно их отвергнет, сильно удивляется, если не отвергает, но в любом случае пытается продать Трампу идею, что это Зеленский мира не хочет. В войне виноват он и Украина, так сказать, как там говорится, воевать до последнего украинца хочет и никак не желает войну останавливать. Ну и, понятно, именно он мешает Трампу получить Нобелевскую премию. Здесь же единственная гипотеза, которая худо-бедно стыкуется с происходящим, может заключаться в том, что документ этот вообще никто не думал показывать Трампу, а тем более публичить. Что это были какие-то персональные рамсы, персональная разводка конкретно Уиткофа. Возможно, документ не читал даже Дмитриев. Ведь мало сомнений, что это он слил Axios'у подробности переговоров, и речь там шла о совершенно других параметрах. Возможно, в России, в недрах администрации президента или какой-то приближенной конторы родился документ, который вручили Дмитриеву с единственной целью – впечатлить наивного американского визави Уиткофа. Документ этот предполагалось оставить где-то в том же кабаке, где они переговаривались. Ну просто чтобы показать, Россия стремится к миру. Никто не ожидал, что Уиткоф побежит к Трампу с заявлением «Я все порешал, русские на все согласны, у меня на руках документ, который можно подписывать». Никто не ожидал, что желание Уиткофа выслужиться всю малину испортит. Когда мы рассуждаем, кто это все вообще написал, мы вполне можем упереться в 28-го референта 6-го с края управления АП, которому сказали: «А ну быстренько набросай что-то, что американцам понравится». И никто ни с одной из сторон, ни на одном из этапов не потратил 15 минут, чтобы прочитать то, что получилось. Не исключено, что через 10 лет мы узнаем, как весь мир неделю на ушах стоял из-за чувака с зарплатой в 100 тысяч рублей, который и сам забыл, что он там писал, когда сел в метро и заткнул уши AirPods'ами. Видимо, перед нами случай, когда попытка разводилова со стороны Путина наткнулась на полный непрофессионализм тех, кто был назначен разводилой, а также на совершеннейший бардак в американской администрации. Наткнулась на факт, что буквально никто дальше заголовка не читает, что Уиткоф до Трампа добежал, а Рубио не добежал. И вот теперь. Если бы речь шла не о самой кровопролитной и страшной войне в Европе со времен двух мировых, это все было бы до ужаса комично. Хоть фильм комедийный, снимай. Это было бы первое мирное соглашение, которое странам предлагается подписать не читая, причем обе стороны должны подписать что-то свое. Если что-то полезное тут и есть, то урок на будущее. Теперь, когда нам кажется, что с нами разговаривает американская администрация, надо держать в уме, что в реальности с нами может разговаривать кто угодно, да хоть рандомный юноша хипстерского вида из кафешки в окрестностях Старой площади. А когда американцы поймут, что именно они предлагали, никто же концов никаких не найдет.
Никто не разгадает, как эта папка под заголовком «Самый лучший и великий план Трампа» оказалась у него на столе. Но до какой бы степени все это ни было, как бы так сказать, не знаю, смешно, что ли? Возвращаясь к сути, нужно помнить, что война эта случайно закончиться не может. Если бы все стороны стремились к миру, еще можно было бы себе представить что-то такое, вот как сейчас происходит. Все же история знает случаи таких дипломатических удач, когда что-то кто-то недопонял, перепутал, как-то где-то забыли, и в итоге, подталкиваемые в спину необходимостью немедленно мириться, заключали соглашение на несколько порядков лучше, чем ожидали и анонсировали. Когда стороны стремятся к миру, такие чудеса возможны. Но не тут. Тут Путин внятно говорит, что ход войны его устраивает, что ему по фану убивать в атаках на украинские села несколько сотен граждан в день. Ему весело, он радостно ходит в военной форме и ощущает себя настоящим главнокомандующим. Никакое случайное стечение обстоятельств не заставит Путина подписать то, что он подписывать не желает. Это не случай мира по ошибке. Это имитация переговоров, которая ведется ради имитации переговоров. Что бы ни происходило вокруг, все будет упираться в подпись Путина, а тот может зайти в своих заигрываниях очень далеко, но в финале снова выйдет с привычной мантрой, что, мол, в память о том, как славянские племена при помощи скандинавских ЧВК друг друга резали, мы тоже должны друг друга резать. Война идет, война будет продолжаться, потому что Путину не нужны никакие уступки. Ничто его не заставит прекратить заниматься тем, что ему нравится, пока он может это делать, пока он живой, при власти и при деньгах. До завтра.